Предположим, что реагенты и продукты электродной реакции имеют неодинаковые коэффициенты диффузии. Рассмотрим реакцию, где изначально раствор содержит только частицы А с определенной концентрацией в течение небольшого промежутка времени. Электродный потенциал изменяется от значения, при котором ток не течет и концентрация постоянна во всем растворе, до значения, при котором реакция настолько сильна, что концентрация А снижается до нуля на поверхности электрода. Изобразим это математически. Нам нужно решить уравнение диффузии. И с учетом граничных условий, если t меньше нуля, если t больше или равно нулю и x равно нулю, и если t больше равно нулю и x стремится к бесконечности. Обратите внимание, что во втором граничном условии поток А в электрод равен потоку Б от электрода и определяется первым законом Фика. В этом случае решение похоже на то, какое мы получили в предыдущей лекции. Также аналогичным образом можно вывести. Следовательно, где B постоянная, приравняем потоки частиц А и Б. Если применить другие граничные условия, то после интегрирования получаем. Понятно, что если коэффициент диффузии для частиц B больше, чем для частиц А, то концентрация B около электрода превышает начальную концентрацию частиц А и наоборот.